92. Čau, vīri! Čau! Klausies, man tāds neliels pārsteigums jums ir. Jūs jau nemaz nenojaušat, kas mums sēž pa vidu. Es zinu, ka jums baigi interesē tās trofeju līdekļus. Stādu priekšā jums Antoni, kas laikam mūsu platuma grādos ir viens no labākajiem trofeju medniekiem. Tā kā es domāju, ka jūs varētu kopā pamakšķerēt. Mēs arī varētu paķert asarīšus, ja jūs varētu kādu trofeju noķert ritīgi. Готов. Вот Нормунд в Латвии один из самых серьезных охотников на трофеи. Я много слышал о нем. Да. Я даже видел его пару раз в деле. Да, привет, Антон. Я думаю, вам будет интересно пообщаться, порыбачить. Ну давай, да. Или нет, не будем, а то отдавать. Нам тоже интересно. Давай, Гинчи, dod mums vērņaku. Jā, atdod jums vērņaku. Jā. Klausies, tev tur bija kaut kāds nepabeigts darīšanas, man liekas, no mūsu ziemas raidījuma. Jā, norāvās viens bildes kimloks, mēs viņu tagad sameklēsim un noķersim. Davai sazinamies, ja kas sūtiet bildes. Ko tu jūs uz tiem maziņajiem, mēs ar nopietniem tūlīt rīkiem nāksim iekšā? Labi, paskatīsim. Tā jums būs gāja. Jā. Čau visiem! Topes garša 10. Mums ir viesis no Baltkrievijas. Slavenais Antons Fisherman, kas specializējās lielo līdaku ķeršanā. Viņš mums šodien palīdzēs noķert lielo alūksnes līdaku. Ir vasaras vidus, nav tā kā baigi labākais līdaku laiks, bet mēģināsim. Tā kā, laižam! Šodien tāda nianse mums, par cik ir internacionāla komanda laivā, tad es ar Antonu runāšu krieviski. Attiecīgi, lai viņš visi saprot, ko mēs runājam. Un apakšā būs subtitri latviešu valodā. Tad, ja kāds nesaprot krieviski, tad varēsiet lasīt. Окей, сакам. Антон, еще привет. Привет. Еще раз. Слушай, у нас тема такая, как я понимаю, это озеро Алūksnes довольно похож на твое. Да, домашнее. Мы с ребятами сейчас прокатились, немножко рассказали. То есть я в принципе сделал вывод, что это вот 17-20 тысяч лет назад один ледник все это наделал. И мои озера в Беларуси, и эти здесь, тут 200 километров разница. Очень все похоже выглядит, и рельеф, и вода, и в общем все очень похоже. И надо, наверное, сразу признаться, что сейчас далеко не самое лучшее время, чтобы ловить трофейную щуку. Ну да. Но никогда не знаешь, и как бы не раз было такое, когда и в жару, и в штиль были поклевки, и ловили действительно хорошую рыбу. Вот, поэтому я думаю, что мы совокупим наши знания по водоему. Вы здесь тоже неоднократно ловили, вот, да. Я ловлю в похожих условиях, поэтому будем. И самое главное, у нас с собой есть Нормунд, который всегда ловит крупную щуку. Да, да. Если у нас что-то не получится, он просто сделает пару забросов и спасет. Слушай, у меня такое предложение, чтобы было интереснее нам и всем остальным, сделаем так, я тебе покажу карту глубин этого озера, и ты покажешь, как ты думаешь, где должна быть трофейная щука. Давай, а Окей? потом черный мешок мне на голову одевать не будете? Нет, мы поставим там точки, и тогда будем смотреть, есть там или нет.
Ну и надеюсь, что есть. Но даже То, что мы уже говорили. не глядя на карту глубин, то есть я бы сейчас искал, в первую очередь надо привязываться к растительности, надо привязываться, ну, в любом случае, к кормовой какой-то рыбе, да, потому что щука, она такое животное, которое всегда живет там, где есть что поесть, она не будет лишь бы где находиться, и в принципе я считаю, что она практически никуда не смещается, поэтому в первую очередь те точки, которые вы знаете, где уже ловили крупную рыбу, и вот допустим, вот эта зона более мелководная, потому что сейчас температура воды, вот мы смотрели, где-то 21-22 градуса, Да. Это холодная довольно-таки вода, потому что у нас сейчас на озерах она 25-26 градусов. То есть я думаю, что можно пробовать вот эти вот мелководные поливы, да, вот большие какие-то поля с растительностью, с ордестом. Притом ловить не точечно, а мне кажется, что надо ловить быстро, в дрейфе, постоянно двигаясь. То есть один заброс в одно место и постоянно двигать максимальную территорию, попробовать обловить где-то, найти активную рыбу. И еще мне кажется, что надо попробовать, сейчас мы их где-нибудь увидим и найдем, но вот, допустим, как здесь, вот такие небольшие бугры, по крайней мере, у меня это частенько работает в это время года, вот такие вот маленькие бугорки, окруженные глубинами. Мне кажется, что, ну, я их не видел, да, еще на эхолоте, но я думаю, тут везде есть растительность на вершине этих бугров. Вот, соответственно, посмотреть, есть ли какая-то вокруг белая рыба, и по этим буграм тоже попробовать. Они очень легко и быстро облавливаются, буквально подошли, там вот на такой бугорок нам троем по 3 заброса, по 4 заброса сделать достаточно, и какое-то время потратить на то, чтобы хотя бы там пяток таких бугров проверить, посмотреть. Вот. Также можно смотреть еще какие-то, кстати, и ямы. Потому что тоже бывает у нас такое, когда здесь есть ряпушка. Да. Рыбка такая, да, маленькая, белая. Вот они, да, есть. вот в это время года тоже часто собираются в плотной стае, довольно-таки глубоко, там на 10-12 метрах. И посмотреть, можно попробовать поискать такую пелагическую щуку, которая в полводы, в толще воды держится, вот недалеко от этих стай ряпушки. И она прекрасно на наши крупные приманки может подниматься, если она будет активна. Я думаю так, что у нас уже пора. Давно. Уже руки чешутся. Да. Погнали. IZ. Это щука. Если я вот здесь стал, кинул этот, поймал бы. Вот это все мелочь. И вон один стоит. Это скорее щука. Ну, небольшая тоже. Главное хорошенько затянуть фрикцион. А то если клюнет мамуля, чуть-чуть даже подрастянутый фрикцион подсечку испортит. Ну, расскажи, как мы там будем делать сейчас. Мы идем по ветру с парашютом. Ну, смотри, мы сейчас первый дрейф делаем, мы сейчас просто посмотрим, как ветер, во-первых, нас тащить будет. Вот, если нам траектория это будет удобно, потому что пока я смотрю, нам, по идее, надо пройти, вот где мы здесь проходили, правильно смотрели? Да. Вот, то есть я бы сейчас где-то вот так вот бы двигался, но пока нас ветер немножко тащит. Мы можем сделать так, что с электромотором. Да, я думаю, что мы сейчас, наверное, все-таки достанем парашют, пойдем на электромоторе, так будет, наверное, правильнее. Я начну вот с такой темы. У меня вот, по крайней мере, на моем опыте, именно по чистой воде, такой цвет хорошо работает, средний размер, не самый крупный, такой проверочный. Ну, а там будем дальше играться с цветами, менять. Ого! Это уже пошло там. Где ты этот гуппи видел? Es domāju, ka es šodien te atskatīšos tagad riktīgas mantas. Īstās puiku mantas, re, ka tur vēl viena ir 30 niec, jā? 26 centimetri. Jā, nu viss kārtībā. Spotted bullhead krāsa. Šogad 1,10 m uz viņas bija. Un savukārt arī tāds eksperiments uzdevums, vai kā lai to pasaka.
Es pastrādāšu arī ar wobleriem lielākiem, 130, 140. Ir tā, ka, ko es novērojis, kad ir uz parasto bezinerces poli, lielie wobleri ļoti bieži, kad sapenās ar pavadiņu. Ja, iemetienā. Teicu, ja tu iemetienu taisi tādu asu. Un tāpēc ar multiplikātoru spolu tā nenotiek, jo tā aukla iet taisni un nav tā saķeršanās. Tāpēc šodien es esmu paņēmis tādu priekš sevis testa komplektiņu, mēģināšu sopēt ar multiplikātoru spolu Twitchā. Un tas priekš manis ir jaunums, tā redzēs, kā šis te man sanāk. Tādiem maziem. Lielās mantas es esmu mētājis, bet šitādas nē, nu. Skatīsimies tādu jaunu Shimano spolīti. Teicu, ka esot labi, nu es tā baigi no viņām neko nesaprotu, nu, bet, nu, mēģināsim. Nezinu, cik bārdas man būs šodien. Tā redzēs. Varbūt kāda arī dzīvi noķer. Вот, и здесь есть центробежные тормоза, они у тебя просто были вот таким вот образом все включены. То есть, соответственно, это, не знаю, там грамм 40-50 бросать, тогда будет окей. Вот, мы их просто все, ну не все, а 3 из 4 защелкиваем. Один я оставил, потому что пробовал полностью все закрыть, но ну, сложно забрасывать, очень высокий риск бороды, надо пальцем все время контролировать, а если против ветра, так вообще будет засада. Вот один просто оставляем, и для этого веса, для этих воблеров более чем достаточно. Опа, обратно ее закрыли. А потом уже просто приманку тяжелее одеваешь, можно немножко магнитами подкручивать. Ну, сейчас я их там в районе 2 ставил. Вполне хорошо. Ну, ясно. Спасибо тебе большое. Пожалуйста, обращайтесь. Все, пойду хоть нормальные приманки побросаю. Да. Vienā sakot, man bija tā, ka tas iemetiens negalīgi nepatika kaut kāds 20 metri. Tad Antons man pišķi pielaboja. Es jau neesmu baigais eksperts. Tā, tagad lido normāli, kad 45 metri. Točno. Kādā mēģināsim. Ну, вот что интересно, да, на таких ледниковых озерах, вот, ну, вот по моему опыту, июль, особенно когда вот такая жаркая погода стоит и так далее, июль и практически весь август, по-моему, самые такие вот слабые месяцы. Взять ту же Финляндию, тот же архипелаг, там наоборот, там в июле, в августе сложно поймать трофейную рыбу, но очень много поклевок и мелкая щука очень активна, несмотря на теплую воду и все остальное. Ну, видимо, от кормовой базы тоже все это дело зависит. Тогда ты хочешь сказать, что у нас Mission Impossible? Слушай, ну, знаешь, как говорят про маски, да, рыба 10 тысяч забросов, про трофейную щуку можно то же самое сказать. Бывает день, когда ты их 5 поймаешь, а бывает, когда ты за неделю ни одной не увидишь. Да, и главное, как говорил наш один общий хороший друг, да, меньше пауз между забросами. Да, это очень важное да, правило. Артур, привет тебе. Сокращайте паузы между забросами, это увеличивает шансы точно. Ну, слушай, летит огонь. Ну, Спасибо тебе. да всегда, пожалуйста. Уже... Номер карточки ты знаешь. Да. Jā, nu ūdens te ir uzziedējis pilnībā. Ej, no. По поводу прозрачности воды, у многих тоже есть такой стереотип, что вот если вода мутная, надо использовать яркие приманки. Да. Если вода прозрачная, нужно наоборот натуральные, там, спокойные цвета какие-то использовать. Вот тоже очень много раз было, когда вообще все было наоборот. И, кстати, вроде как в мутной воде как раз таки темные приманки гораздо лучше видны, нежели какие-то яркие рыбы. Ну, по крайней мере, так ихтиологи говорят. Вот, ну и много раз у меня было такое, когда вот тоже у меня очень чистая вода, и там и в той же Финляндии, когда ближе к морю идешь, там чистая вода, когда такие прям яркие, контрастные, ярко-зеленые, там желтые, красные цвета работали на порядок лучше, чем какие-то натуральные цвета. Тоже, кстати, можно связать это с тем, что, знаешь, когда у щуки, вот как здесь, огромное количество кормовой рыбы, вот, и иногда надо имитировать эту кормовую базу,
То есть максимально там по цвету к ней приближаться, да. А иногда, мне кажется, наоборот, когда ее очень много, ну, а щука, она же как санитар, да, она в основном старается сожрать то, что легче сожрать, там больное что-нибудь, там то, что там плохо плавает, там дохлую рыбу тоже она со дна поднимает. Вот, и когда, грубо говоря, стоит стая плотвы, и среди нее идет какая-нибудь там яркая кислотная приманка, то это может, наоборот, ее лучше спровоцировать на поклевку, нежели если будет натуральный цвет какой-то идти. Ну, по воблерам, я скажу так, что у меня мое такое мнение, что вообще пофиг какой цвет. Ну, так как вообще, В большинстве случаев. То есть вообще, ну да, ну, потому что она же смотрит небеса. Ну да. Как она может там различать, что там на боку написано? Согласен. То есть, кстати, вон хорошая рыба. Да. Это даже можно отметить. Ну вот если бы тебе сказали выбрать один какой-то цвет приманки, ты бы какой выбрал? Для любого водоема, вот для щуки. Что-то такое. А я бы выбрал... Чтобы было темное, как это называется, темная спинка. Угу. То есть когда делается, когда роллинг, да, ну любой, в принципе, приманки, да, чтобы было это переменно контрастности. Я бы такое выбрал. По мне, я бы выбрал Mad Tiger, Fire Tiger, как его не называют. Ну, вот это вот сочетание желтого, зеленого, черного с полосочками. Тоже, по моему мнению, работает всегда. Да, потому что он правильный цвет. Потому что там и как раз и есть, всегда есть черная эта спинка. Ну, довольно, да, и контраст. Зеус? Зеус? Я так думал, я так не понял, там рыба или что? А дай ее мне, я на нее половлю. Ну мы же на живца не будем ловить. Klausieties, es uz savu šito jauno makšķeru noķēru. Bet bija tā, ka es no sākuma nesapratu. Tur bija zivs vai nebija. Šitas ir nabadziņš. Uz šitā balisonga. Спортивная? Ну, это чуть меньше, чем спортивная. У вас из каких сантиметров зачет? 50. Tomēr vasaras vidū vienu maziņu mēs esam noķēruši. Kur varētu principā likt uz āķa tām, kuras mēs taisamies ķert. Под нами такая стая сейчас. Klausies, mēs esam 4 mēri jau zivis ir. Mēs kā mūsu trofeju medniekiem iet. Klusībā jau mēs viņus, smejamies pa viņiem, tiem lieliem mānekļiem, kā Ivars teica brīdi apakaļ. Ja tev mest ķieģeļus uz galvas, tu tak bēgt projām.
Bet, nu, kā tā ir. Bet to nesakām nevienu, nu, ka mēs tā domājam. Trofeja mednieki, trofeja mednieki. Что касается резины, у меня в катере и у многих моих коллег, там в Финляндии, к примеру, у гидов я имею в виду, у них на сегодняшний день вот топ-3 резины, которые я сейчас держу в руках, это Пикшат, естественно, Макрабер, естественно, и, скажем так, наверное, пару лет назад к ним присоединились снэкбейты. Тоже очень классные приманки. Сейчас на его примере еще покажу, как я оснащаю, ну и не только я, как вообще оснащают большую резину. Вот, допустим, мы сейчас ловим там порядка 4-5 метров, соответственно, нам нужна огрузка, да, и есть вот, допустим, такой вариант, когда стингер непосредственно приделан к спирали огруженной на заводное кольцо. То есть тут, с одной стороны, удобно, взял, одел и ловишь, но неудобно, допустим, хранить приманки, когда у тебя в коробке все приманки с крючками, там они путаются и так далее. И каждой приманке нужен отдельный стингер. А можно делать просто, можно просто одевать стингер на застежку, и, в принципе, не менять его, а менять только резину. Резину, допустим, я когда в Финляндии ловлю, когда мы ловим более мелководные, огрузки не нужны, то вся резина хранится вот в таком виде, как она есть, просто со вкрученной спиралью, и прям навалом валяется в катере, ни за что не цепляется, удобно. Вот, и мы одеваем один стингер, и к этому стингеру просто меняем приманки. Там захотели, одели эту, надоело, сняли, одели другую и так далее. Вот. Все это дело сейчас вставим. И учитывая то, что мы здесь ловим поглубже, нам это дело надо огрузить. Тоже есть куча вариантов огрузки. Вот один из самых простых, такой вот вольфрамовый грузик, который просто одевается на застежку. Я обычно его стараюсь одевать немножко выше приманки, вот таким вот образом. Вот, и опять же, грузики можно менять, там повесить потяжелее, полегче, в зависимости от условий нашей ловли. Можно снять вообще, если ловим мелководно. И то же самое с приманкой. Мы там половили, нам надоело, мы ее быстро и просто сняли, взяли другую, одели на этот же стингер и продолжили ловить, потому что, в принципе, там все приманки плюс-минус одинакового размера, и стингеры тоже больше универсальные. Такие вот дела. Сейчас мне ребята как раз подарили новенький красивый снэкбейт. Спасибо большое. Будем пробовать его разловить. Еще один такой маленький тип, которому меня научил мой финский друг Мика Форнанин. Сейчас мы разберем приманку, чтобы ее показать. Здесь уже вот Арманд немножко подрезал. Но что делают? Берут макрабера, именно макрабера. Вот таким вот образом надо взять его, грубо говоря, за глаза, оттянуть немножко в сторону эту резину и делаем аккуратный надрез. Вот, получается такая у нас плоская поверхность, и за счет этого получается больше сопротивления воды, приманка создает больше гидродинамического шума под водой, во-первых. Во-вторых, при самой минимальной скорости проводки за счет вот этого вот сопротивления у приманки сохраняется ее роллинг, потому что если вести ее там с определенной скоростью, медленной, то роллинг прекращается, она прекращает вот это вот движение. Но вот с такой обрезкой носа, в Финляндии ребята это называют dogface, роллинг сохраняется даже на самой-самой минимальной скорости. И как бы, ну действительно эта штука работает, потому что у меня вот даже если взять там у меня в катере посмотреть пикшады, те, которые с обрезанным носом, они куда более изгрызенные, чем те, которые с необрезанным носом. Даже сам Клайсон Свардзонкер отметил эту тему, говорит, что я даже вот может подумаю и сделаю серию такую с обрезанными носами. Получается такая штука. Гинтос. Как я чувствую, что будет большая, потому что ну, наши смешные, как вы называете, пиписьки, ловится очень хорошо, уже 4 мерных щуки у нас. Ну, конечно, нам со стороны, смотря, кажется смешно, что эти кирпичи вы кидаете, но хорошо. Вы смеетесь. Смех продлевает жизнь. Вы смеетесь над нами, над нашими приманками. У нас 4 мерных рыбы. Сколько у вас? Одна. 40 сантиметров. Окей. Все, короче, мы поехали. Ну да, ну у нас, я думаю, единственный шанс, вот сейчас потемнело, будет дождь, ветер, но это, думаю, у нас шанс, когда можно поймать.
Потому что в стиле, конечно, это мы уже знаем по опыту, что здесь не ловится нормальная щука, если нету ветра и так далее. Что будем кидаться. Слушай, Агинта, эти щуки ни к чему, тебе надо окуня. Да, мы сейчас как раз едем. Мы поймали только маленьких окуней. Ну, сейчас будут большие. Лаби. Давай. Чао. Чао. Mēs esam nonākuši kaut kādā ellē. Visi šitajās kaut kādās mušās. Man liekas, ka jātienās no šitās te būs projām. Ko es gribēju teikt? Man īstenībā tagad par multi ir iet paticēt. Pat īsti nav jābremzē. Antons saregulēja man to bremzi. Savu maģisko, es jau nezinu, kā tur pareizi ir. Vienu sakot, tagad lido baigi labi. Es domāju, kaut kādi 40 metri. Nu, tagad gan arī jau visu dienu. Principā, kā es sāku, tā es tikai ar šito te tagad trenējos un baigi labi. Woblers nereizi nav saķēries, kas ir tas, ko es tieši gribēju. Es te esmu metis visādi, gan tā, gan šitā, gan pret vējām, viss skaisti. Tā kā es domāju, kad mēģināšu vēl. To zivi tikai derētu. Kas viņu ēd. Nāk te tāds lietutiņš vai kas, kaut kādi mākoņi, nu cerams, kad arī būs. Mums jau nav citas izvēles. Uz mazajiem mēs neķersim. Mēs esam atbraukuši pēc lielās zivis. Vismaz kaut cik cienījams. Ты, по-моему, это мимо идет. Да, она как-то там. Но все равно что. Ну, к вечеру такое чуть позлодей эта погода хотя бы выглядит. Угу. Ну, на клеве пока не отражается, притом даже не провожает рыба. А здесь, на этом озере, то есть вот мы, получается, ловим по лицензии. Да. Она позволяет брать какое-то количество рыбы или обязательно отпускать всю рыбу? Какие правила? Здесь, да, здесь есть особые правила, потому что у нас в Латвии можно брать 5 зачетных щук, 5 судаков и там окуня килограммом 10, да? Или, нет, извиняюсь, 5 килограмм. Здесь они сделали так, что ты можешь брать только 3 рыбы. 3 большие рыбы ты можешь брать. Ну большую можно брать все равно. Да, можно. То есть нет еще. Тоже, я думаю, они там тоже говорят и думают насчет ограничения, скажем так, максимума, да, чтобы выращивать там трофеи. Ну да, потому что чем больше трофеев, тем ценнее водоем для рыболова. Притом у нас тут запрещено в мае троллинговать, то есть тоже. А так разрешено? Так разрешено, да. С одной удочкой только. Тоже там эти троллингисты, как я понимаю, там не были довольны с этим. Ну то есть реально вот они, как это можно сказать, что думают об этом озере и трофеи. Ну, в Латвии скажу, думаю, это один из топ-3, если не самое, скажем так, трофейное озеро. И по окуню, и щуки тоже очень большие. 13 или 14 килограмм было в прошлом году. 124 сантиметра. Очень круто. Да.
Дождя больше не показывает. Есть! Хорошая была рыба. Сейчас, Норчик, твои любимые порезы посмотрим. Садани туда разок, чем черт не шутит. Семки. Да, садила как надо. Ой, хорошо взяла. Ой-ё, смотри, как глубокий Что там порез. такое? Нормально. Большая рыба была. Реально большая была, в голову увалила, вроде потек нормально. Ну все, Ну вот по порезам даже, да, если посмотреть. Ну вот такой глубины порезы Ого! маленькие щуки Да ладно. не оставляют. Ну это уже нормально. Я было. испортил подарок свой, блядь. Подарили нормально Только новую резину. приманку подарили. Ну, она же рабочая. И более того, смотри, вот как я обычно оцениваю, большая ли рыба клюнула, потому что, ну, глубина порезов, понятно, там, как вошел клык и так далее. Но вот, грубо говоря, порезы здесь. Вот у меня абсолютно был новый флюр, даже здесь засечечка маленькая. То есть это можно считать край пасти. А дальше ты начинаешь по приманке смотреть, где у тебя еще там. Вот порез, ну, это мелкий, это щетка и так далее, и так далее. Здесь вон. Смотри. Порез есть даже здесь. То есть, грубо говоря, вот это вот все было в пасти приманки. Ну, в пасти щуки, да, то есть, грубо говоря, ну, в трешку это тоже слабо все поместится, слабо валится, то есть это завалилось в большую пасть. Ай, как жалко. Я аж прям... Я же видел, у тебя лицо поменялось. Весь день кидаешь, и вот она была одна. Tā arī bija uznāca mākoņi kaut kādu, un tad Antonam bija pirmā copa, kas jau ir baigi daudz. Zivs, kā viņš saka, tad zivs ir liela bija. Tā kā nu, tas mums vieš cerību vismaz pa visām šitām stundām. Mums ir uz viena copa ir. Diemžēl mums viņi laikam nepiecirtās vai kas nu tur. Tā ir tām lielām nekad nevar zināt. Bet nu uzreiz laivā uzreiz jūt tā, ka nu, kaut kas jau notiek, kaut kāda darbība uzreiz parādās. Un tad mēs tādi aizmiguši bijām. Tā kā, nu, malcam. Вообще-то есть, скажем так, вот если трофейная рыбалка, собираемся ловить и там и на большой глубине, и здесь вот мелко. То есть какие-то условия там, ну, где должна быть большая щука. Слушай, ну главное условие для большой щуки это еда. В первую очередь. Скажем так, там, где есть вообще щука, логично, что будет большая. Ну, то есть, в принципе, можно сказать, что дело не только в местности, но и приманки. То есть, в принципе, если это мы однозначно. ловим на трофейной, просто в первую очередь нам надо не крутое место, а правильную приманку. Ну да, то есть я свято верю в то, что именно крупная приманка решает в ловле трофейной щуки, потому что щука — это рыба, которая, в принципе, ленивая, и рыба, которая живет по принципу наименьшего сопротивления. Соответственно, для щуки, в принципе, нету больших приманок, потому что мы их просто не сможем забрасывать. Я думаю, у всех есть такие истории, когда ловили щуку, у нее из пасти торчит хвост другой щуки, притом там не килошка, а какая-нибудь там двушка хорошая. Ну, ты же не будешь 2-килограммовую приманку забрасывать. Да. Вот, и как бы и даже тот факт, что на там 20-30 сантиметровые приманки спокойно клюют килограммовые щуки, тоже говорит о том, что для щуки крупной приманки нет. Вот. А дальше я исхожу из того, что зачем 10-килограммовой щуке гоняться за вот такой вот фигней. Она, грубо говоря, даже не восполнит свои. Она для чего это делает? Для того, чтобы поесть. Вот, а она, в принципе, даже не восполнит, я не говорю про стаю огромной вот такой фигни, да, а про конкретно маленькую приманку. То есть она вряд ли восполнит какие-то там свои энергозатраты на поимку этой маленькой рыбки. Поэтому, соответственно, она будет выбирать, что побольше, что пожирнее. Вот, поэтому именно крупные приманки в ловле трофейной щуки решают. Да и статистика, и вот личный опыт. Я пока не начал на крупные приманки ловить, у меня больших щук не было. Только я начал ловить на джеркбайты, сразу пошли больше трофеев, количество трофеев увеличилось. Еще тебе живой пример. Вот у меня на Брославских озерах провели прошлой осенью
ребята турнир. Турнир назывался «Трофей». Ну и там рыболов. Есть! Хороший. Вот это приятно. Я прям видел, как она пасть открыла. Мотор выключи, пожалуйста. Йоу, блин, вот это же... Ну, там нормально стингер сидит в пасти. Забирай. Антон! Супер! Да. Супер. Класс. Отличная рыбка. Ну ты показал. Антоха, блин, молодец. Да, с большими щуками очень важно обращаться аккуратно, так как рыбу мы отпускаем, и, соответственно, надо сделать все, чтобы рыба ушла целой и невредимой. В первую очередь, что очень важно, это огромный подсак, обязательно с силиконовой сеткой. Вот, и в первую очередь из щуки надо достать крючки, ни в коем случае не надо подсак вытаскивать в катер. Для этого большой подсак и нужен. Большой мешок, она там лежит, спокойно себя чувствует хорошо. Опа. Аккуратно ее берем, не достаем из воды. В первую очередь достаем крючки, потом уже рыба будет в безопасности, потому что пока крючки в пасти, она может себе порвать артерию, начнется потеря крови, и щуку будет сложно спасти. Вот, весь стингер был целиком в пасти, мы аккуратненько крючки изъяли, приманочку убрали, она нам пока не нужна. Вот, и рыбу отпустили в подсак, убедились, что она хорошо себя чувствует. То есть, если рыба сама перевернулась спиной вверх, значит, с ней все в порядке. Потом мы готовим линейку, готовим весы для того, чтобы все это сделать, фотоаппарат для того, чтобы сфоткаться. А в это время рыба всегда лежит в подсаке. 1,10 м ровно. Ты красавец. Super. Mums ir lielā alūksnes līdaka, bet iespējams būs vēl. Mums bija vēl viens op. Tā kā tas nozīmē, ka iespējas mums ir lielas. Молодец, Антон. Палку вниз, палку опускай. Не давай подниматься. Опа! Это больше. Супер, красавец. Ха-ха-ха! Ну и конечно, класс. Показали. Гарантирую, что она больше. Тихо. О, 11,5 килограмм. У нас новый персональный рекорд. Kāds garš, рекорд крит. Юбилейная передача все-таки как-никак. Линейки не хватает, ребят. 1,22 м. 1,22 м. Это даже 23. Это даже 1,23 м, Норчик. 1,23 м. Сумасшедший. Вечный рекорд опять. Давай, конечно. Normund, metrs 23. Jā. 12 килограмм. Ja? Viens тут. О чем вы, ребята, говорите? Походу о щуке. Норчик Антон, просто красавец. Нормунд, вы просто красавцы. Вот красавица. Jā. Так, приехал. Космос. Šitie ģeki Друзья, и parādīja. такую рыбу Parādīja. обязательно надо отпускать, потому что ее можно поймать еще раз, потому что кайф от ее поимки куда больше, чем кайф от Качай котлет. дрелыс. 123 сантиметра. 11,5 килограмм. Маму. Нормунд, молодец. Просто, Спасибо. просто. Мать его, 110, 123. Да.
Alūksnes ezers. Draugi. Big bites. Rulē. Un pareizie džeki rulē. Paldies. И норчик такой, like a boss. Nu, īstenībā mūsu coperi bija, nebija slikti, bet nebija slikti. Mādeks šitā 9 mēru līdeks bija. Mēs, zikā, Anton iedavām jums. Anton, приходи к нам, лодку уезжаем. Все, вы меня забираете? Антон уже всю Мне работу здесь было так хорошо. Все, уезжаем. Норчик. Спасибо за рыбалку, Антон. Paldies, ka jūs iemācījāties maksterēt. Подъезжай еще, если не обиделся. Давай, пока. Ko es varu pateikt? Es esmu laimīgs. Normunds ir laimīgs. Un Antons ir laimīgs. Un tagad arī Gins ir laimīgs. Es ceru, ka arī jūs esat laimīgi un jums patīkās mūsu piedzīvojumi Alūksnē. Godīgi sakot, es arī nebiju tā pilnīgi pārliecināts, ka mums vasaras izdosies tādas zivis noķert. Bet, kā saka, īstie veči māk. Tā kā paldies jums. Protams, kad sekojiet un spiežiet laikus, tas mums ļoti patīk un tas ir ļoti svarīgi, lai arī turpmāk mēs taisītu šādas te filmiņas un priecētu jūs un arī sevi. Čau!